Добрый день, добрый вечер. В Москве и в Киеве 20 часов. Это программа «Полный альбац», программа о ключевых событиях недели, тех событиях, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Таким событием стало вчерашнее заявление 46-го президента США Джо Байдена о том, что он отказывается от разрешенного ему Конституцией переизбрания на второй срок и выходит из гонки. В своем письме, вот это письмо, вот ровно так оно было опубликовано в социальной сети X, известной раньше как Twitter, без всякого letterhead, без всяких официальных регалий, просто Джозеф Р. Байден Джуниор. И даже подписан, как я понимаю, факсимиле. Так вот, в этом письме Джо Байден пишет: несмотря на то, что я собирался переизбраться, мне представляется, что в лучших интересах моей партии страны отступить и полностью сфокусироваться на исполнении моих обязанностей президента до конца моего срока. Конец цитаты. В качестве возможного кандидата от Демократической партии Джо Байден предложил своего вице-президента Камалу Харрис. Вот об этом мы будем сегодня говорить с моими и вашими гостями. А это профессор Стэнфордского университета, в прошлом помощник президента Обамы по национальной безопасности в России, Евроазии и посол Соединенных Штатов Америки в Москве Майкл Макфол. Профессор, здравствуйте. Здравствуйте. И второй наш гость, известный американский финансист с российскими корнями и писатель, автор книги «Чужая юдоля», о которой мы говорили на этом канале, Алексей Фейгин. Алексей, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти на этот эфир. Мой первый вопрос к вам, господин профессор, к вам, господин финансист. Какова была ваша реакция, когда вы узнали, что президент Байден вышел все-таки из избирательной гонки? Майкл. Ну, сюрприз, во-первых, отличное решение Байдена, я считаю. Я был в Монтане, между прочим, по дороге, и мой сын мне позвонил, потому что он тоже работает по политическим вопросам, и сказал, вот что он, в конце концов, дорешил. И я считаю, что это очень правильное решение. Я очень уважаю господин президент Байден. Я с ним 5 лет работал и 3 года работал с ним в Белом доме. Я хорошо знаю его, уже 35 лет, по-моему, я первый раз с ним встретился. Мы путешествовали, когда он был вице-президентом, и в Москве, и в Грузии, и в Украине, между прочим. И я очень хорошо знаю его команду, да, то есть его помощники уже, ну, господин Салливан уже 10 лет с ним работал,
Если я не ошибаюсь, Блинкен 22 года уже с ним работал. Да? То есть у него есть очень сильная, тесная команда, включая мой бывший шеф в Белом доме, Том Данлан. Его брат, главный стратег, господин Байден, да? Его зовут Майкл Данлан. Он был один из них, который сидел с ним в воскресенье, когда он делал это кардинальное правильное решение. Я не То есть говорю, он писал это письмо. Потому что, так я понимаю, Даллан, он же и спичрайтер Байдена. больше, чем спичрайтер. Если вы знаете, есть такой Дэвид Акселрад, он Конечно. главный стратег для Обамы. Майк Данлан такой же роль играл для Байдена уже несколько, ну, может быть, 40 лет. Один из самых близких советников, когда касается по политике, да, но не по внешней политике, а к предвыборной политике. И что я хочу сказать, да, конечно, это тяжелое решение и очень редкое решение, между прочим. Даже в России вообще такая очень редкая. Ну, один раз это был господин Ельцин, но для нас очень тоже редкое решение. И он делал правильно, потому что он понял, в конце концов, что у него не было возможности победить против Трампа, и он прекрасно понимает, такая угроза победа Трампа. И Обама, и Пелоси, и много других, в конце концов, поговорил с ним и добился идеи, что нужно что-то новое. Поэтому мой главный, первая реакция был сюрприз, шок даже. Первый было отлично. У нас сейчас есть шанс на победу. Спасибо. Алексей Фридлин, какова была ваша реакция? Ну, прежде всего, чувство благодарности этому человеку. Этот человек взял на себя необыкновенные риски 4 года назад или уже 5 лет назад, когда он решил баллотироваться, понимая, что он не молод, потеряв сына, понимая, какое внимание будет к его семье и все прочее. Он уже к тому времени вошел в историю. И делать это еще раз – это был громадный риск. Этот человек сделал очень много для экономики страны, очень много для международного сотрудничества, усилил НАТО. Я очень хотел бы, чтобы он победил еще раз. Более того, мне казалось, что его шансы были хорошими на победу. Это отдельный вопрос, почему. Но я, возможно, и ошибался. Но это был риск. И в том числе риск для его здоровья и для демократической партии. Поэтому я прежде всего чувство благодарности по отношению к нему. Ну и теперь эта страница перевернута, и я надеюсь, что демократическая партия сможет подобрать хорошего вице-президента Камалы Харрис и помочь ей в этом выборе, и это будет очень сильный бюллетень, избирательный бюллетень. Спасибо. Майкл, вы хорошо знаете вашингтонскую политическую кухню. Все-таки вот раскройте для нас немножко, что все-таки на самом деле подвигло президента Байдена на этот шаг. Мы же видели, читали в американской прессе, много об этом говорилось. Уже с того дня 21 июня, когда состоялись эти страшные дебаты на CNN, и когда 50 миллионов человек увидели, что, к сожалению, состояние президента Байдена оставляет желать лучшего, и адекватность его, и способность формулировать и так далее. С того времени последовало заявление 24 членов Конгресса, сенаторов и членов Палаты представителей, которые просили Байдена сняться с гонки, потому что опросы показывали, что он тянул вниз и тех кандидатов в сенаторы и в члены Палаты представителей, которым тоже избираться 5 ноября. Переизбирается 435 мест в Нижней Палате и 33 сенатора. Так вот, и они говорили о том, что нужно, чтобы Байден открыл дорогу новому поколению политиков. А с другой стороны, известно также, что надавили доноры демократической партии, которые заморозили $90 миллионов
до тех пор, пока Байден остается кандидатом. Наконец, третья версия, что Байдена сумели убедить Барак Обама и Нэнси Пелоси. Вот что вам известно, что сыграло все-таки тут важнейшую роль, что в конце концов Байден отказался. Совсем недавно, на прошлой неделе было его интервью NBC, а до этого интервью ABC. Он говорил о том, что это элиты давят на него, а на самом деле люди не хотят, чтобы он снимался с гонки. Ну, это действительно очень сложный вопрос, и я не могу сказать, что я знаю четко ответы. Что я знаю? Во-первых, я знаю, что 4 года тому назад для много других молодых лидеров в демократической партии был такой-то договор, что он будет служить 4 года и не больше. Он был так мостик, да, от старого к новому. Это было такое чувство. А потом он передумался, потому что он все-таки выиграл, он получил больше голосов, чем все другие президенты в нашей истории, включая господина Обама, и он победил против Трампа. Поэтому он решил сам, что я единственный человек, уже победил против Трампа. Ну, уже полтора года тому назад уже было чувство в демократической партии, что, может быть, Байден не может служить, победить и служить еще 5 лет. Это не было только несколько недель тому назад. Я лично это не чувствовал. Да? Я встречался с президентом, между прочим, через Zoom в Белом доме насчет вопросов по украинским делам. Да? Но я это не видел. Но много, которые я знаю, это видел и беспокоилась. Это уже год тому назад, это не было несколько недель тому назад. То есть такое чувство было в демократической партии, в элите. И когда мы разговаривали, да, вот, когда ты видел Байдена, я ему видел, и вот его голосование, и вот его голос особенно говорил об этом. А на этой дебате все американские, все избиратели это увидели, которые эту элиту уже давно увидели. И вот случилось это кризис. Байден, конечно, не хотел просто отдать. Он до позавчера, по-моему, уверен, что он был кандидат, который мог быть победить. Между прочим, я согласен с Алексом. Я не уверен, что он не полный 100%, что он проиграл бы против Трампа. Это под вопросом, это аргументальный такой гипотез. Но он попытался делать какое-то новое мероприятие, чтобы показать, что он мог это делать. Да? Его интервью, пресс-конференция против саммита НАТО, да, ну и так далее. Это интервью, разных интервью, и просто не уговаривал люди как... И первый, самый главный человек, я считаю, у меня нет доказательства, да, но я хорошо знаю эту кухню. Есть, между прочим, есть такая женская политическая тусовка здесь, где я живу, в Калифорнии, да. Главная дама это, конечно, это Пелоси. Но Хэррис включен в эту тусовку уже давно. Наша вице-губернатор, имеет в виду, Элени Каналакас ее зовут, она очень близко к этому тусовке тоже. И я убежден, когда в конце концов мы узнали бы, что случилось, главная роль в этом будет Пелоси, не Обама. Это будет Пелоси, потому что Байден уважает Пелоси, как все другие. Пелоси очень такая умный человек, когда мы говорим о предвыборном процессе. И вы очень правильно сказали, это был не вопрос только президентским выборам, а особенно насчет Конгресса, да, потому что демократической партии им нужно 4 победа, чтобы получить большинство. И это будет такой чек, я забыл это слово, на президентский...
Да, да, если Трамп победит. Уже было чувство те, которые обязаны для этого победа. Я выступил с этими группами совсем недавно. Было очень беспокойство, что они не могут победить, если Байден будет президентским кандидатом. И я думаю, что даже в этом те, которые отвечают за это, сейчас это уже очевидно, что у них новый такой стимул, и кто знает, кто победит Трамп и Хэррис, это еще вопрос, но помощь для победы в Конгрессе, я думаю, что это очевидно уже сегодня. А вы убеждены, что Камала Харрис будет названа официальным номинантом Демократической партии на съезде Демократической партии в Чикаго, который открывается 19 августа? Потому что, насколько я понимаю, есть два варианта. Первый вариант, что представители Демпартии из всех штатов согласятся и проголосуют до конвенции за Камалу Харрис, и тогда то, что Джо Байден, те голоса делегатов, которые он набрал во время праймериз, автоматически перейдут ей, вместе с деньгами, которые собраны для Байдена. Но ведь может быть и по-другому, так как было в том же Чикаго в 1968 году, когда был так называемый открытый съезд, и надо набрать, для того, чтобы предложить своего кандидата, нужно набрать 300 голосов, 300 подписей, причем не более чем 50 подписей из одного штата. И дальше идет просто голосование, простым большинством выбирается кандидат. Вот вы убеждены, что партия, при том, как мы видим, насколько демократическая партия раздроблена, и как внутри нее несколько партий на самом деле, что они все согласятся на кандидата Камалу Харрис? Да, 100%. Предвыборный процесс уже начинается, уже началось. Вы уже имеете право по правилам игры демократической партии делать это с 300 подписчиков и начинать получить поддержку от делегатов. И есть один кандидат, якобы господин Мэншн, который, может быть, будет баллотироваться. Но он не имеет никаких шансов, потому что Хэррис и ее команда уже были готовлены для этого процесса. Они уже получили одобрение от очень много важных людей в демократической партии. Я просто не вижу. И самое главное, те, которые могли бы стать кандидатом, допустим, губернатор Уитмер, или наш губернатор здесь, Калифорния, Гавин Ньюсом, они уже говорили, что они не будут баллотироваться против Хэрриса. То есть самые, как сказать, опасные кандидаты для Хэрриса уже сказала точно, не такое абстрактно, но точно, что они не будут баллотироваться против ей. И это очень, я считаю, политическим планом это очень правильное решение. Потому что делать такая не скандал, но такой ситуация, как Чикаго, как вы сказали, да, в 1968 году, это плохо для демократической партии, но это тоже плохо для Уитмера, это тоже плохо для Ньюсома, потому что если, не дай бог, Хэррис проиграет в ноябре, они обе, и есть другие, да, есть такой Уэстмор, губернатор Мэриленд, они станут сразу же новые кандидаты на следующий выбор. Поэтому я считаю, это, может быть, 99% все решено. Не 100%, но 99%. То есть мы открытой конвенции не увидим. Окей. Алекс, а вот что говорят в ваших финансовых кругах по поводу кандидата Камала Харрис? Ну, знаете, во-первых, еще говорить не успели, по большому счету, но люди финансового мира приучены выдерживать паузу, потому что
просто понять, куда все это дело пойдет. Бизнесы, советы директоров не очень относятся положительно к тому, чтобы CEO выступали с заявлениями, политическими заявлениями. Обычно от этих заявлений больше проблем, маркетинговых проблем и других. Поэтому говорить можно только о том, что говорят кулуарно. Да? А если говорить о том, что как голосует эта категория людей. Большинство людей, как известно, голосуют против своих экономических интересов. Кроме одной группы – олигархов. Олигархи – это люди, которые всегда, они достаточно одномерны, и, кстати, этим гордятся. Для них главное – это, в общем-то, своя прибыль. И эти люди рассматривают выборы не так, как рассматриваем мы, а как рассматриваются скачки, что ли, на ипподроме. И очень многие из них смотрят и говорят, вот поддержать вот такого-то кандидата, может быть, я с ним не совсем согласен, это очень здорово, потому что у этого кандидата мало шансов, но зато я буду только один из нескольких человек, кто его поддержал, и если он выиграет, мой выигрыш будет очень большим. Это очень циничная точка зрения, но если вы вспомните 2016 год, ни один уважающий себя бизнесмен в 2016 году не мог объявить о поддержке Трампа. Из гигиенических соображений в основном. Но вот Питер Тилл это сделал. Пожалуй, он был владелец PayPal. к тому времени уже нет, но один из основателей. Да? Вот. И он венчурный капиталист к тому времени был. Он это сделал, и ему от этого было хорошо. Он получил возможность немножко изменить политику республиканской партии, а именно, если вы помните, были более открыты двери для гомосексуалистов в республиканской партии. Это произошло именно на том съезде республиканской партии, на котором Трамп разрешил Питеру Тиллу выступить. Но, в общем, потом на этот, как говорят американцы, вагон прыгнули еще и остальные бизнесмены, когда стало понятно, что Трамп выигрывает. Но для них уже выгода была не такая, как для Питера Тилла. Кстати, откуда взялся Ванс? Вице-президент Джей Ванс. Джей Ванс, которого Трамп назвал. Это креатура Питера Тилла. Вот вам и расплата. Да? Это человек, который работал у Питера Тилла, а потом был создан, Питер Тилл помог спонсировать его первый бизнес и так далее. И, значит, сегодня Питер Тилл не единственный среди тех, кто поддерживает Трампа. Вот появилась такая целая категория, плеяда людей в Силиконовой долине. Их не очень много, они просто очень шумные, которые его будут поддерживать. Почему они... Илон Маск. Хорошо, но Илон Маск... 43 миллиона каждый месяц он собирается давать Трампу. Я хочу сказать, для меня и для многих остальных Илон Маск не является авторитетом в области эмпатии. Знаете, он, конечно, безусловно, молодец, и я очень рад, что в нашей стране есть такой бизнесмен, но эмпатия у него отсутствует. И, значит, он мыслит, так как он мыслит, но вместе с ним и довольно немало вот таких людей, которые хотели бы иметь доступ в кабинет к президенту Соединенных Штатов для того, чтобы ослабить регулирование искусственного интеллекта, для того, чтобы ослабить регулирование крипты. Не обязательно, кстати, ослабить, может быть и усилить, но усилить так, чтобы выгодно было им и их инвестициям. Нужно, но это более такая, может быть, вы скажете, циничная точка зрения. А более такая прагматичная точка зрения заключается в том, что президент Трамп, при всем том, что он не вызывает у меня положительных симпатий, он сделал очень много хорошего, в том числе освобождая рынок от регуляций. Мы должны, при том, что, опять-таки, как я хочу сказать, он меня не вызывает симпатий, я не разделяю вот этой эмоциональной ненависти, которая исходит часто слева, по отношению к нему. И я готов сделать несколько комплиментов ему, в том числе те комплименты, которые разделяет публика на Уолл-стрит и на Мейн-стрит, на индустриальной, так сказать, улице бизнеса.
он ограничил регуляции. Благодаря тому, что он дерегулировал рынок, у нас появилась вакцина гораздо быстрее, чем она могла бы появиться когда бы то ни было. Вот. Это важно. Регулирование достало бизнесы, и поэтому вполне я допускаю, что многие бизнесмены хотели бы увидеть эту страницу, вернуться к 2018 году дерегуляции. Алексей, можно я вам задам вот такой политически некорректный вопрос? Но мы говорим по-русски, Да. и я надеюсь, что Майкл меня тоже простит. Я хорошо помню, когда был избран Барак Обамы, благодаря его книжке «Dreams from my father» я была совершенно влюблена в Обаму. И так вот, я хорошо помню, что в Соединенных Штатах, если вы говорили, так сказать, тихо-тихо на ушко, то тебе тихо-тихо на ушко говорили, ну вот, все-таки вот, может быть, и не рановато ли, что, значит, черный американец стал президентом. Расизм в Америке – это фактически факт. Да. Как бы вы полагаете, что второй раз Америка готова пойти на то, чтобы президентом стала не только черная американка, но бывший прокурор, бывший district attorney, которая пересажала в Калифорнии кучу людей за то, что они курили марихуану, а сейчас она везде разрешена, и которая, которая 3,5 года президентства Байдена была все время как бы на задних ролях, и рейтинги были ее. Вы считаете, что вот ваш круг... Это вообще не фактор. Не фактор. Вообще не фактор. Мне кажется, что будут много других факторов. Будет фактор того, сколько стоит молоко в магазинах, насколько удалось остановить инфляцию. Будет факт... Вы сами сказали, что люди голосуют против своих экономических интересов. Ну, это, кстати, да. Но, понимаете, в конечном итоге большинство людей среднего класса, которые проголосовало, и многие бедных, которые проголосовали за Трампа, не получило от него то, что он им обещал. Вот это я имею в виду. Понимаете, от президентства Трампа прежде всего выиграл топ 1%. Люди, которые... их налоги уменьшились. Понимаете? Но сейчас вопрос не о Трампе, сейчас вопрос о кандидате от демократов. Да, Евгения Марковна, я голосую, как вы знаете, против своих интересов финансовых. Вот. И у меня много друзей, которые тоже голосуют против своих финансовых интересов. Таких людей много. Но мне кажется, что фактором выборов, возвращаясь к вашему вопросу, фактором будет то, что будет происходить в следующие 3 месяца. Могут произойти масса всяких событий экономического характера, которые просто сделают больно посещение магазина или бензоколонки и так далее. Это является очень большим фактором. То, что она делала, являясь прокурором, кому-то, может быть, меньше нравится, мне меньше нравится, кому-то больше нравится, но это будет 10-й фактор. Люди не в состоянии голосовать, удерживая в голове 10 параметров. Все голосуют приблизительно, имея в голове 2-3 параметра, и может быть даже один. Как вы знаете, я вам это говорил раньше, у меня на этих выборах параметр один. Кто усиливает роль НАТО и усиливает Украину. Я на все остальные факторы в этот выборный цикл не собираюсь обращать внимание. Спасибо. Вот. Спасибо вам большое. Майкл Макфол, что вы скажете? Я на самом деле, вот этот мой неполиткорректный вопрос, вчера на канале CNN в вечернем эфире повторил один из стратегов Демократической партии, который сказал, что надо смотреть правде в глаза, что рассчитывать, что второй раз американский избиратель проголосует за темнокожего кандидата, да к тому же женщины, и он сказал, если уж Хиллари не сумела победить, то можно лишь ждать победы от Харрис. Что вы ответите на этот же вопрос? Вы знаете, я думаю, что это очень просто. Конечно, мы можем говорить о всех американцах, да, и как они думают о женщинах, и чернокожих и так далее, но это не важно. Важно только очень специфический часть людей в Америке. Я скажу точно. И будет решено, кто будет президентом в штате Мичиган, Уисконсин
и Пенсильвания. Это раз. Остальные практически не важно. Где я живу, в Калифорнии, не важно. Где я был вчера, в Монтана, якобы Красный Штат, не важно. Хорошо? Первое. Во-вторых, очень важно для людей понимать такую вещь, которая совсем точка надо знать. У нас нет красной и синей штаты. Это миф. У нас синие города и красные регионы. То Пример. есть синие – это сторонники демократической партии, красные – это сторонники республиканской партии, говорю я для наших российских Да, слушателей. и это города против регионов, да? Где я сам из Монтана, да? Монтана такой красный штат, да? Но вы знаете, все города в Монтана, включая откуда я, Бозман, Бьют, Мазула, Биллингс, смотрите карты, все города голосовали за Байден, за Хиллари Клинтон, за Обама, между прочим, такой красный штат. Обама получил 47% голосования первый раз, когда он победил. Самое главное, это женщины. Мужчины не имеют никаких отношений на самом деле. Ой, как приятно это слышать. Женщины, которые живут между городами и country, я забыл. Пригороды, ближние пригороды. Да. Эти люди в этом 3 штата. И вот что надо думать о их интересе. Я полностью согласен с Алексом, 2-3, может быть только 2, что им более беспокойство. Хэрис хочет говорить таким образом: вы должны беспокоиться о вашей дочери, которые Трамп хочет контролировать, что они будут делать с их телом, да? Это по поводу абортов. Да. И она будет об этом громче говорить 100 дней, да? И она будет точно для них, да? Не для людей, которые живут в Сан-Франциско, не для фермеров в Монтана, потому что им не имеет никаких значений, которые будут победить. А Трамп будет говорить о инфляции, как Алекс очень правильно сказала. Цена молока. И вот будет самое главное. Для меня это 2 фактора и будет самое главное. Есть еще маленькие вопросы, которые для меня тоже, поскольку я это занимаюсь, тоже важно. Вы знаете, есть большинство американцев не обратили внимания, кто победит в Украине и так далее, Россия, НАТО и так далее. Но есть люди, которые об этом беспокоят. Вы знаете кто? Люди из Польши, семья из Польши, литовцы, украинцы и так далее, да? Вы знаете, где они живете? Чикаго. Пенсильвания. Чикаго, да, но это не важно. Если вы 1,5 миллиона поляков. Да. Но это не важно. Нам все равно, кто живет в Чикаго, потому что мы знаем, как они будут голосовать. Но мы в Пенсильвании они живут. Самая главная часть населения украинских американцев живет в штате Пенсильвания. И поляки, польские американские живет в Мичиган и в Уисконсин. А вот это такой очень маленький такой население, но, конечно, это будет очень близкие выборы, поэтому Хэрис тоже будет месседж для них, но вы не будете увидеть весь Америки, да, имеет в виду, это будет месседж в WhatsApp, в Signal, в TikTok, точно для них. Остальные это молоко или Roe versus Wade. Я думаю, что это будет самый главный вопрос для этого выбора. Как вы полагаете, Майкл, кого Камала Харрис может выбрать в качестве своего партнера, вице-президента, возможного номинанта в качестве вице-президента Соединенных Штатов от Демократической партии? Вчера весь вечер называли фамилию Шапира, очень популярного губернатора штата Пенсильвания. А что вы думаете? И вообще по какому критерию, ведь значит тогда она и должна выбрать Шапира, потому что это как раз Пенсильвания?
Ну, я думаю, что будет мужчин, наверное, белый мужчин, наверное, губернатор или сенатор. Вот где, что я слушаю, да. Есть часть нашей партии, который хочет такой более экзотический кандидат, который очень сильный на вопрос Совета Безопасности, да, такой военный. Но я не вижу такое движение к этому сейчас. Ну, Шапиро один из них, есть сенатор Келли из Аризоны, но будет таким образом. Я думаю, что это не будет Уитмер, не будет, ну, конечно, не будет наш губернатор. Это что я слушаю до сих пор. Но вы полагаете, это тоже будет из этих 3 переменчивых штатов: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин? Или Келли, потому что Келли такой уникальный человек, он сенатор из Аризоны. Конечно, Хэррис должна победить в Аризоне. У него есть военный бэкграунд, он космонавт, и его жена, I'm going to forget the word. Глиффорд, да, не убили, но практически убили. Поэтому вопрос контроля оружия, он такой сильный. Я его знаю, он хороший был бы выбор кандидатом. Он такой сильный, такой мужик. И это что ее нужно, может быть. Но вот пока, просто это слухи, да, пока это не ясно, кто будет. Алекс Фридланд, что вы скажете? Какие у вас слухи? Я еще ни разу в жизни не отгадал выбор вице-президента. Поэтому единственное, что я скажу, как раз продолжая... Но на кого бы вы поставили деньги? Да, вот, продолжая эту тему, так сказать, цинично, на кого бы я поставил бы на сенатора Келли из Аризоны, а на второе место я бы поставил губернатора Северной Каролины. Мне кажется, один из этих 2 штатов мог бы, оказавшись в колонке Камалы Харрис, просто увеличил бы ее шансы очень сильно. Я не сомневаюсь в Пенсильвании. Несмотря на все полы, я не сомневаюсь в том, что Пенсильвания в конечном итоге проголосует за Демократическую партию. Понимаете, ведь еще не забывайте еще такой фактор. Никогда в истории, ну, по меньшей мере, уже 30 лет в истории не было такого военного бюджета. И там, где находятся военные заводы, они завалены работой, заказами со всего мира. Не обязательно, ведь вы знаете, что как только кто-то обещает самолет F-16 Украине, потом маленькими буквами приписано: как только мы получим свой заказ на F-35. Да? Вы все это много раз видели. Из Соединенных Штатов. Да, из Соединенных Штатов. Поэтому заводы военные в Пенсильвании работают в полную силу, также и в Северной Каролине, также и в Аризоне. И мне кажется, что это те самые 1,5–2% людей, которые, и бизнесменов, которые проголосуют за администрацию Харрис. Интересно. Майкл, в своем письме президент Байден сказал, что он хочет сфокусироваться, я цитирую, на исполнении своих обязанностей президента, а срок его полномочий истекает, как записано, 20 января 2025 года. Но лидеры республиканцев уже вчера стали требовать, чтобы он подал в отставку. Вы полагаете, это может произойти? И вообще, вот уходящий президент – это всегда lame duck, всегда хромает утка. Насколько ограничен будет Байден сейчас в своих решениях, или, напротив, ему уже не избираться, ему все равно, и он может, например, принимать более радикальные решения в отношении помощи Украине, предоставления ей большего оружия, перестать, так сказать, связывать руки Зеленскому по части того, как он использует это оружие. Что вы скажете? Ну, во-первых, это аргумент республиканцев очень глупый, я считаю. Сейчас есть большая ностальгия для Байдена сегодня, вчера. Конечно, он физически и может служить до января. Нет сомнений на это. Я считаю, что они делали глупая ошибка в этом плане. И говорить, что это переворот, я знаю много из них.
Сейчас стало модно говорить, что это переворот в демократической партии, как будто бы им волнуются такие процессы, те, которые тоже поддерживают это, и коллеги 6 января 4 года тому назад. Это тоже глупость, я считаю. И я очень рад, что они делают такие глупые заявления. Спасибо за это. Что касается леймдак, конечно, он леймдак. И это было уже до этого. Никаких больших решений не будет. Новой помощи для украинских не могли бы. У них есть деньги до конца этого года, это уже решено. Поэтому я не вижу ничего особенного в этом плане. Нет, пожалуйста, нет. Я думаю, что никаких сюрпризов не будет. Вы сказали о перевороте. Я как раз хотела вас спросить. В Твиттере, в социальной сети X, где, собственно, к моему удивлению, президент Байден и опубликовал свое заявление, поскольку это сеть, которая владеет Элон Маск, значит, который поддерживает откровенно оппонента Байдена, Дональда Трампа. Так вот, появились уже сообщения о том, что явно республиканцы готовились к тому, что Байден уйдет и предложит Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. И видно уже, что были заранее готовы ролики. И уже ролики о том, что Камала Харрис знала, что Байден недееспособен, что она на самом деле, это она управляла страной, и это она несет ответственность и за инфляцию, и за то, и за все на свете. Но все-таки, вот вы когда говорят о перевороте, что имеется в виду в американском контексте? Что сторонники Харрис заранее готовились к такому варианту или о чем идет речь? Ну, что Обама, Пелоси финансировали, решили, кто будет кандидатов, и не члены демократических, не члены, у нас нет такого членства, как в других странах, но люди, которые голосовали во время праймериз, это их аргументы. Но это не серьезно. Я считаю, это ошибка, и я рад, что они делают такие ошибки. И, между прочим, вы говорили о новой ребята, миллионеров, не миллионеров, как олигарх. Ну, Маски, Андресен и Дэвид Сакс и так далее. Это новые финансисты, которые поддерживают Трамп сейчас, потому что он правильно делает решения для их экономических интересов, особенно насчет регуляции. Я знал несколько из них, я понимаю, для них интереса, может быть, это хорошо. Что мне очень неприятно, когда они говорят, что мы партия рабочего класса, но мы делаем политики для Илона Маска. И они говорят, что наша партия, большие Уолл-стрит и так далее решает. Это для меня, как человек из бедного класса, очень бедный семья в Монтане, это просто ужасно это слышать. И последний на этот счет. Это мне вспомнит история России, между прочим. Когда был такой господин Путин, если вы помните, когда он был неизвестный человек. И вы, наверное, знаете то же самое люди, которые я знаю. И они говорили так. Он такой, неприятный и так далее. Может быть, он не наш человек, но он будет снимать наши налоги. И давайте поддерживать ему. И он действительно сам сначала снимал их налогов, да, если вы помните, и вы прекрасно помните. Но оказалось, что это было очень неправильное решение. И когда я вижу люди, как Маск и другие, говорят, может быть, он плохой в этом, и может быть, он нет демократических ценностей, но он будет снимать наши налоги, он будет снимать регуляции, давайте ему поддерживать. А я надеюсь, что они будут учитывать историю России, потому что я считаю, это опасное решение. Избрание Дональда Трампа и Джиди Венса в Белый дом. И вдруг они будут решать иначе. У них такая лояльность к
к людьми здесь, где я живу, просто странно. Это странно мне, что, ну, может, не дай бог, во-первых, я надеюсь, что Харрис будет победить, и во-вторых, если Трамп победит, у нас есть демократические институции, у нас есть гражданское общество, у нас есть независимые медиа, в том числе я, мы будем бороться против этого. Но есть такой эко для меня, когда я вижу это люди, но он будет снимать налоги, давайте ему поддерживать. И они не смотрят на его другие позиции, особенно когда мы говорим о международных отношениях, где я считаю, что Трамп очень опасный человек и нестабильный президент, а будет такое время нестабильность, если он президентом. Но это другое. Давайте после выборов об этом говорить. Потому что я опаздываю уже на другая встреча, я должен идти. Хорошо, Майкл, спасибо вам большое. Мы тогда продолжим. Я понимаю, вы предупреждали, что вам... Спасибо вам большое за ваш рассказ, за то, что вы приняли участие, и будем стучать по дереву. Хорошо. Спасибо вам. Хорошо. До свидания. Спасибо, Майкл. До свидания. Алекс, а я вас как раз хочу спросить. Сейчас нас звукорежиссер вот вывел вас на... Вот все-таки это изменение, сдвиг, который произошел в Силиконовой долине. Мы привыкли думать, возможно, неправильно, что Силиконовая долина – это место такого либерализма невероятного, что там люди, которые поддерживают все хорошее против всего плохого, что они думают о социальных сервисах для их общин, что они понимают необходимость, чтобы бизнес был, что называется, социально озабочен, да, и так далее. И вдруг Силиконовая долина, правда, и вопросы показывают, что есть разница между руководителями и сотрудниками компаний. Тем не менее, Силиконовая долина вдруг становится республиканской. Ну, Евгений Мартин, вы прекрасно задаете вопрос, вы сами на него уже ответили. Это совершенно не Силиконовая долина. Ну, во-первых, по-моему, Маск переезжает в Техас, в Остин. Но, кстати, это совершенно не Остин, потрясающий город в Техасе, который всегда голосует за Демократическую партию. Они его называют Народная Республика Остин в Техасе. Вот. Но, понимаете, нет. Ну, группа индустриалистов, группа олигархов объявила о своей поддержке Трампа. Что они о нем говорят за спиной, это еще тоже надо послушать. Это совершенно не является поворотом в Силиконовой долине. Однако, нужно сказать при этом, что Демократическая партия постепенно, но теряет поддержку и в Силиконовой долине, и в других городах. Это правда. Теряет по ряду причин. Но вот я могу привести одну причину. В принципе, американцы, вы уже здесь несколько лет живете и знаете, они не любят моральной полиции. Это такое все разделяющие такая точка зрения. А раньше вот этим морализмом грешили республиканцы. В 2004 году, если вы помните, они проиграли выборы из-за того, что они не стали говорить, что эти выборы о том, что можно служить гомосексуалистам в армии или нельзя. Там, в 2008 году они говорили про однополые браки. И какая-то часть категории населения всегда этой темой озабочена, но, в общем, большинство этой темы вообще не интересует, или она является пятой или десятой. Трамп, в общем-то, избавил республиканскую партию от этих социальных вопросов. Он пытается изо всех сил сделать их малозначащими. Ну, например, если вы спросите его про вопрос абортов, он скажет, все, что я сделал, это я передал вопрос абортов местным штатам, местным комьюнити. Но окей, это само по себе не является позицией моральной какой-то полиции. А вот демократы превратились постепенно вот в эту моральную полицию. И это особенно повлияло на бизнесменов. Вот я вам приведу такой пример. Вот вы знаете, что практически во всех бизнесах появились такие комитеты DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Категория людей, которые туда взяли на работу, это категория людей, которые в основном никуда больше на работу не брали. Моментально этот класс
Я, кстати, разделяю все, что, о чем они говорят. Это очень важно, чтобы на рабочем месте было разнообразие, чтобы не было ну, чтобы все чувствовали себя равными, чтобы была справедливость и так далее, и так далее, и так далее. Более того, я поддерживаю affirmative action, или как по-русски, по-моему, это переводится, программа позитивных действий, где афроамериканцев принимали в университеты с дополнительными льготами и так далее. Я все это поддерживаю. Но когда появляется класс людей на предприятиях и в университетах, которые начинают говорить CEO, какой от каждого департамента carbon footprint, это то есть сколько там воздух выпускается CO2, придумывается какая-то псевдонаука вокруг всего этого. Сколько должно быть женщин, черных, еще кого-то на совете директоров. Понимаете, я был в своей жизни больше, чем на 30 советах директоров членом. И я всегда отстаивал эти же самые принципы. Но я никогда никому не выворачивал руки и не делал это статистикой в отчетности. Понимаете? А сейчас любой совет директоров, любой американской компании начинается вот с этого морализма, причем исходит он обычно от людей, которые сами ничего в бизнесе не понимают. В результате мы видим то, что мы видим. Мы видели выборы гарвардского президента, которая, в общем, не соответствовала своей должности и истории университета и всему прочему, и многое остальное. То есть эта тема, она по-разному звучит, ее называют антибог и все прочее. Эта тема возбудила, настроила против демократической партии большое количество бизнесменов, руководителей компаний и все прочее, потому что во всем этом есть элемент лицемерия. Это вот то, как демократическая партия, к сожалению, выстреливает себе в ногу очень часто. Но все равно, мне кажется, когда люди остаются один на один с избирательным бюллетенем в будке голосования, мне кажется, что вспоминается другое. Я надеюсь. Скажите, пожалуйста, вот за сутки после того, как Байден объявил о своем решении, и Камала Харрис сказала, что она, значит, принимает этот вызов и будет баллотироваться в качестве на позицию президента Соединенных Штатов от Демократической партии, если партия ее выдвинет в конце концов на съезде. Значит, в копилку Демократической партии пришло больше 60 миллионов долларов за сутки. Вот, и причем то, что говорят, я не знаю, может быть, это пропаганда, но то, что пишут, что это маленькими донациями, что небольшими суммами. Что вам говорят эта сумма? С одной стороны, 60 миллионов колоссальные деньги, с другой стороны, ничего по сравнению с тем, сколько стоит компания. Конечно. Ну, Евгений Маркович, вы опять ответили на свой вопрос. Безусловно. Это, во-первых, не такие большие деньги для избирательной кампании президента, но это очень хороший символ. Символ того, что это было собрано за 24 часа. И это действительно, знаете, накопилась определенная эмоциональная усталость от всей этой ситуации. Два 80-летних человека борются друг с другом. В общем, мы все это видели вместе с вами. И радость от того, что один оказался, не случайно и неудивительно, намного выше всей этой ситуации и уступил место молодой женщине, это относительно молодой женщине. Эта радость, вот она себя выразила в таком сборе денег. Деньги это не такие большие, но это здорово, что они были собраны за 24 часа. Но впереди сборы по меньшей мере $500 миллиарда, и потребуются не только маленькие донации, это все замечательно, это все здорово, но так называемые мягкие деньги, soft money, которые поступают через PAC, Political Action Committees, и вот как они будут тратиться, насколько эффективно. Гораздо более важен сейчас вопрос не столько денег, сколько администрации Харрис. Сможет ли она найти общий язык с сотрудниками
с теми, кто отвечает за медиа, те, кто отвечают за тот же Twitter или Facebook или что-то еще, те, кто отвечает за в местных офисах, научились каким-то способом продавать заслуги Байдена. И вот им нужно перестроиться за несколько дней. Все это должно быть очень скоординировано. И ни одна компания, хорошая компания политическая, не обходилась без того, чтобы не уволить большое количество первых своих сотрудников. Это все потому, что идет притирка. Эти люди нанимаются на работу временно. Они все будут уволены 15 ноября или там 10 ноября. И, значит, представьте себе, это громадная машина, десятки тысяч волонтеров по всей стране, которые были натренированы за последние 6-7 месяцев работать друг с другом, работать определенным способом. Смогут ли они перестроиться? С одной стороны, это то, что является преимуществом Камалы Харрис, потому что если они и смогут перестроиться, то, скорее всего, только для нее, потому что как бы половина работы делалась для нее. И в этом ее преимущество по сравнению с любым другим человеком, который сегодня вечером объявит о создании такого же, чего-то подобного. Это очень сложно создать. Но в этом есть и риски. Риски в финансовых потоках, риски в том, чтобы вот то положительное возбуждение, которое может вызывала кандидатура Байдена, передалось ей, и вместе с ней весь профессионализм этой группы людей. Это совершенно нетривиальная операция. Мы увидим ее результаты через 2-3 недели. Я не удивлюсь, если многие высшие чины компании Байден-Харрис уйдут в отставку. И появятся уже люди... И появятся новые. И может быть это нормально, но часы тикают. И это совершенно нетривиальная, когда осталось 107 дней, совершенно нетривиальная операция. Вы наблюдали несколько съездов, как за 33 года, что вы здесь живете, значит, соответственно, вы их там, можно примерно посчитать, что штук 10 вы точно их наблюдали. Вы тоже думаете, что не надо ждать никаких сюрпризов на съезде Демократической партии в Чикаго, как говорил Майкл Макфол? Да, я с ним согласен, и, ну, вот в том числе потому, что я сказал сейчас. Создать за месяц организацию, которая сможет иметь волонтеров и все прочее, практически невозможно. Слишком большая страна. Но мы видели, как так называемые прогрессивы, вот эти вот левое крыло Демократической партии, всячески очень публично поддерживало Байдена. И значит, Сандерс, и другие яркие представители этого левого крыла, которых наши слушатели, конечно же, не знают. Так вот, вы не думаете, что они могут попытаться предложить своего кандидата? Нет, я не думаю. Они попытаются, может быть, вице-президента и так далее. Одна из прелестей Демократической партии, почему мне она нравится больше, чем республиканская, заключается в том, что они, как бы они ни ругались, они в конечном итоге свои фланги контролируют. Вот в республиканской партии один фланг захватил всю партию и выгнал все остальные. А в Демократической партии сегодня этого быть не может. Пелоси сходит на ланч с Александрой Окасией, и все поговорят, и всем будет что-то обещано, обычно через легислативную работу, то есть в законах, которые будут приниматься в следующие 4 года, им позволят добавить какие-то параграфы, проголосовать и так далее. И, в общем, все успокоится. Может быть, они кого-нибудь выдвинут, но это может быть только для того, чтобы создать какую-то конкурентность небольшую. Но все прекрасно понимают. Харрис будет назначена и будет проголосовано на съезде. Окей. Значит, а вы поставите свои деньги на то, что она выиграет выборы 5 ноября 2024 года? Поставлю, да. Вопрос сколько, да? Но я практически не сомневаюсь. Но, опять-таки, я не отношусь к той категории людей, которые считают, что если она проиграет, и Трамп станет президентом, что это конец истории человечества, конец Америки, конец НАТО и так далее. Я не хочу заниматься нормализацией человека, который мне неприятен, но и он был президентом 4 года, Америку в океан не смыло. Много было сделано, немного, но кое-что было сделано хорошего.
Мне кажется, одна из причин, почему Трамп имеет некую поддержку, заключается в демонизации его, которая совершенно делается демократами. Совершенно лишняя демонизация. И вот она усилила его поддержку. Потому что в любом мире, в любой культуре, в любой стране, не только в России, жертв любят. Ну, определенная категория людей. То есть вы считаете, что все эти суды, которые были инспирированы против Трампа, ему помогли? Я думаю, что не все, во-первых, среди этих 5-6, сколько я уже потерял счет процессов, были те, которые были не нужны. Но вот связанный с его Trump.org организацией, понимаете, тот поступок, который он сделал, предположим, и все прочее, это поступок, который делает приблизительно 10-20%, 30% бизнесменов. За это ударяют по рукам, за это наказывают, дают штрафы и так далее. Но устраивать из этого такое шоу, это был перебор. То есть, ну, давайте для наших слушателей скажем, что это дело, согласно которому Трампа обвинили в том, что они переоценили активы компании, что позволило ему снизить налоги, которые он платил в штате Нью-Йорк. И в результате этого процесса он потерял право работать в штате Нью-Йорк и должен заплатить, по-моему, больше 500 миллионов долларов. Что-то такое. Но, понимаете, это совершенно было не нужно. Я его совершенно не оправдываю, но это совершенно распространенная практика, так же, как распространенное наказание к этому делу. Но делать из этого то, что из этого сделали прокурор, я даже не сказал бы, что все демократы, но прокурор Нью-Йорка и так далее, это умельчает борьбу с тем, что из себя представляет трампизм. То есть это были политически инспирированные суды? Я бы не сказал, понимаете, политически означает, что есть обком партии или дом на Старой площади, с которого звонят и говорят, никто не звонил, никому это не надо. Но я уверен, что в Белом доме там Байден и остальные соображающие люди мечтали, чтобы этого не произошло. Но, кстати, так же, как они не могут позвонить и потребовать, чтобы Трампа засудили, так же они не могут позвонить прокурору Нью-Йорка, за это можно попасть в тюрьму, вот за это точно, и сказать, что, знаешь, перестань судить Трампа. Это тоже будет вмешательство в уголовный процесс. Но я думаю, что ничего, кроме зубной боли, все это не вызывает. Вот. Ну и весь вот это дело с документами тоже, понимаете, там, что он хранил в Майами и так далее. Это не самое разумное, разумное использование ресурсов, эмоциональных ресурсов избирателей. Вот. А многое из того хорошего, что сделал Байден, не было объяснено. Многое из того плохого, что сделал Трамп, не было объяснено. И вот лучше бы силы тратили на это. Понятно. Ну что ж, я думаю, что во всяком случае, что называется, горячий август наступил на неделю раньше. И тем, кто любит политику так, как люблю ее, например, я, это сейчас такой перформанс, такой спектакль, за которым просто одно удовольствие наблюдать. Я подробно написала о том, что произошло, в том числе на съезде республиканцев. Читайте на сайте New Times. И будем наблюдать. Для меня это, к сожалению, чужая политика, для вас это ваша политика, и будет решаться судьба главы исполнительной власти вашей страны. Так что я вам и себе желаю интересного спектакля. С хорошим концом. Да, с хорошим концом. Алексей Фридленд, спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в этой передаче. Финансист, инвестор, автор замечательной совершенно книжки «Чужая ее доля». Ее можно купить, насколько я понимаю, в интернете и посмотреть на этом канале мое подробное интервью с Алексеем Фридлендом об этой книге. Это книга, в которой он рассказывал о том, как он служил в советской армии. Спасибо всем. До свидания. Услышимся на этом канале через неделю. Пока-пока. Всего доброго. Спасибо.